Нет, ну у Konami все не как у людей. Короче, где-то с месяц они прогревали. Ждите, конец июля, будет первый коннект с новостями по eFootball 2027. Конца месяца дождались, и что мы получаем по итогу? Отдельное шоу для тайцев, на котором Руни заставили чеканить мячик, тогда как сам eFootball Connect получился на жалких 11 минут, половина из которых это рассказ про нынешнюю кампанию, минуты полторы-две это анонс пака на 250 игроков, и вот оставшиеся пара-тройка минут это та самая информация по новому сезону и так называемому новому контенту в eFootball 2027. И чтобы немного дополнить информацию касаемо ранее представленного, Konami выкатили отдельную небольшую статейку на официальном сайте игры, где рассказали о выходе eFootball 2027, ну и также расписали поподробнее нововведения, которые вместе с этим обновлением планируются. Поэтому помимо всего того, что мы обсуждали в одном из недавнейших роликов, давайте ознакомимся с этой статьей поподробнее и посмотрим, что же такого дополнили Konami по поводу нововведений в 27-й части. Лето в самом разгаре, а разрабы будто сговорились оставить тебя без сна. Обновления, свежие бантлы, батл-пассы, крутки и ивенты появились буквально везде, и eFootball не исключение. Надо успеть все везде и сразу, а времени до конца лета все меньше. И тут на помощь приходит лучший из лучших. PlayRock позаботился о том, чтобы игры приносили удовольствие без спешки. Тысячи товаров из разных категорий. Монеты для eFootball, ключи, донат, игровая валюта, пополнение Steam, подписки и телеграммовские звезды по самым выгодным ценам. Именно здесь ты можешь просто, быстро и безопасно приобрести монеты для eFootball и получить удовольствие, играя сутками напролет. Еще не поздно провести это лето с пользой и максимально прокачаться в любимых играх. Так что переходи по ссылке в описании, пользуйся моим промокодом для пополнения Steam без комиссии и помни, если выгоднее, значит PlayRock. Признаться честно, дополнили они не то чтобы много. Вот, например, в eFootball Connect они заявили, что в игре появятся тренеры с двойными линк-апами, тогда как в статье, в которой, по идее, это все расписывается, они написали точно так же. В игре впервые появятся главные тренеры сразу с двумя вариантами игры в связке. Но опять же, по-моему, я говорил это в предыдущем ролике, я не то чтобы видел прям большой смысл в одном линк-апе, ибо, на мой субъективный взгляд, не так уж и часто ими пользуются, а даже если и пользуются, то особой разницы в игровом процессе не чувствуется. Про небольшую функцию, которая позволит создавать свои собственные турниры внутри игры, Konami также особо ничего не дополнили. Просто сообщают, что после обновления до нового сезона внутри игры можно будет создавать свои собственные турниры, чтобы играть с друзьями или даже с семьей. Так и представляю, как сынишка говорит отцу: «Папа, позови второго папу, пошлите играть турнир в eFootball». Но вообще это занятная идея, учитывая, что концепция 27-й части называется Play On All Together. Let me speak from my heart in English. То есть что-то из разряда, направленное на общую игру. И после этого как будто бы можно надеяться, что в предстоящем сезоне Konami будут развивать подобную мысль, добавляя что-то наподобие вот условных там 3 на 3, 11 на 11 и все в таком роде. Один из тех моментов, который меня интересовал еще в предыдущем ролике, это касаемо нового стиля игры, которая будет называться как численное превосходство. То есть не перегрузка, не как-то еще, а вот именно численное превосходство. Отчасти с концепцией нового стиля мы разобрались еще в предыдущий раз благодаря самому Connect'у. Правда, все еще оставался вопрос касаемо игры в обороне, потому что там этот момент, по-моему, не объяснялся, тогда как здесь этот момент, естественно, дополняется. Но если вы до сих пор не знаете, что этот стиль из себя будет представлять, то давайте ознакомимся еще раз. Ваши партнеры будут смещаться в ту же часть поля, где находится мяч, чтобы создать численное превосходство. В атаке появится намного больше возможностей для коротких передач, благодаря чему удерживать мяч даже при плотной опеке со стороны соперника, по идее, должно быть полегче. Тогда как в обороне команда, по идее, должна удерживать компактное построение, то есть игроки будут сближаться с соперниками, у которых мяч, и таким образом не будут позволять свободно им атаковать.
И на бумаге-то звучит неплохо на самом деле, но, как мне кажется, большинство стилей в игре особого смысла не имеют, учитывая нынешний игровой процесс. Вот как длинная контратака остается must-have'ом среди стилей, мне кажется, так оно и будет, если в игровом процессе ничего не поменяется. Потому что игра никак не поощряет вас, если вы будете пытаться, например, играть через пас. Самый эффективный способ — это вот длинные передачи, либо же проходить в соло за игроков с хорошим дриблингом. Тогда как мелкие передачки, стеночки, забегания, все это чаще всего контрится. Потому что чуваки, которые набили себе руки, уже на несколько ходов впереди вас и зачастую читают ваши передачи. А нередко бывает и так, что ваши собственные игроки просто проебываются с передачами на ровном месте. Если вы, не дай бог, позволили себе нажать на треугольник, и передача в разрез, скорее всего, не пройдет. Также Konami немножко разъяснили касаемо подвижной схемы. Это вот как раз таки та самая тема, которая позволит нам слегка преображать нашу схему при обороне и при атаке. И уточняется, что мы сможем давать персональные указания для конкретных игроков при разных стилях игры. Либо с упором на атаку, либо с упором на защиту. В качестве примера приводится крайний защитник, который при игре в атаке может занимать более атакующую позицию. Тогда как если вы опустите полоску в оборону, этот самый атакующий защитник садится в защиту и особо старается не высовываться. Ну или, по крайней мере, не так часто, как при атакующем стиле. Касаемо нового круга подсчета, Konami все достаточно ясно продемонстрировали в самом eFootball Connect, потому что там были прям полноценные кадры обновленного мини-режима. Круг почета был полностью переработан. Это тоже станет интересным нововведением, которого стоит ждать. Ждем, с нетерпением. Ну и в конце немного про игровой процесс. Начиная с версии 6.0.0, пользователи смогут наносить ошеломляющий удар с лета вводом команды ошеломительного удара, когда мяч находится в воздухе. Ну, то есть, грубо говоря, вы сможете бить через себя, когда вы зажимаете ошеломляющий удар, пока мяч находится в воздухе. Игроки будут наносить по-настоящему динамичные удары, так что вас ждут незабываемые голы. Ну не знаю, вся эта тема мне кажется крайне необязательной, учитывая, что в игровом процессе и без того немало аспектов, которые по-хорошему нужно было бы исправить. Как минимум, те же самые пасы, которые зачастую могут не проходить просто, на ровном месте. Но нет, давайте мы теперь сделаем так, чтобы игроки могли через себя, хуярить. Чтобы каждый бич, мог забивать, как Уэйн Руни в ворота Манчестер Сити. Или как, Роналду в ворота Ювентуса. Да, мы же только этого и ждем от игрового процесса. Не исправление, передач на треугольник, которые, на своей же половине поля не проходят. Нет, нам надо через себя научиться забивать. Также не менее интересный момент, на который стоит обратить внимание, уточняется в самом конце статьи. И если вы в 2026 все еще переживаете за возможный сброс составов, то в принципе можете выдохнуть спокойно. Konami ничего такого не обещают. То есть сообщается, что различные данные будут перенесены и сброшены следующим образом. То есть рейтинг вежливости у всех перманентно станет максимально хорошим. История баланса будет перенесена, тогда как история матчей перенесена не будет. Касаемо составов, монет, ничего не уточняется, а поэтому все будет как и всегда. И монеты после перехода с одного сезона на другой, и что не менее важное, ваши составы. Ваши эпики, биг-таймы, шоу-таймы, все эти игроки сохранятся. Ну, кроме ГПшных карточек, если те или иные игроки пропадут из eFootball. И если все ранее упомянутое в отношении нововведений вам покажется недостаточным, вы будете правы. Но даже тут Konami стараются нас с вами успокоить. Ведь кроме всего вышеперечисленного, в игре появится и будет улучшено множество разнообразных функций и событий, с которыми игра в eFootball станет еще интереснее. Ждать осталось совсем недолго. Сезонное обновление до версии 6.0.0 выйдет очень скоро, а именно 13 августа. Ведь, как сообщается в начале этой статьи, в середине августа выйдет следующее сезонное обновление. Смотрим на заключительную дату, когда у нас завершается фаза в дивизионах, а именно 13 августа, то есть в четверг.
И что можно сказать по итогу? Пока что, из того немногого, что Konami успели представить на наше обозрение, не то чтобы это как-то сильно впечатляет. С другой стороны, как и всегда, не стоит прям завышать ожидания и готовиться к чему-то прям глобальному, но опять же, если Konami не обратят внимания на вот нынешние проблемы в игровом процессе, то всякие новые стили или даже те же самые ошеломляющие удары, которые позволят бить через себя, все это не будет иметь никакого смысла. Особенно учитывая, что Konami продолжают эту, ну в каком-то смысле ебнутую тенденцию, добавляя карточкам по целых 3 донатных навыка и добавляя менеджерам 2 линк-апа, чтобы продавать снова по второму кругу Райкардов, Бекенбауэров только с двойными линк-апами. То есть как бы все это стерпеть можно, что мы скорее всего и сделаем, но блять, как же хочется, чтобы они действительно поработали над геймплеем, а не просто добавляли в него вот подобные аркадные элементы, что нападающие смогут бить через себя. Из всего того, что нужно изменить в этом игровом процессе, переработать, сделать получше. Вот этот конкретный момент, блять, он прям вообще не нужен. Ну кому, блять, нужны удары через себя, блять? Вы еще, сука, навык отдельный добавьте, чтобы как пикирующий сокол был, только это, блять, удар через себя, блять, с ебейшей траектории, нахуй. В общем, это далеко не все, что нас ожидает в eFootball 2027, поэтому продолжаем следить за анонсами от Konami, и в конце концов, перед релизом 27 части также должен появиться еще один eFootball Connect, поэтому держим руку на пульсе новостей.